1998 рабочие карьера в Техасе взорвали скальную породу и обнажили то, что официальная наука до сих пор не может объяснить. Остатки городских конструкций возрастом 20 тысяч лет. Ни одного человека в то время на планете не существовало в том виде, в котором мы привыкли себя представлять. Но кто-то явно строил. Карьер находился в округе Хилл, штат Техас, примерно в 100 километрах к югу от Далласа. Компания добывала известняк для строительства дорог. Взрыв 23 марта 1998 обнажил пласт породы на глубине около 18 метров. Именно там бульдозерист Рэй Коттон остановил машину и вышел посмотреть на странные прямые линии в камне. Линии шли параллельно друг другу с точностью, которую природа не производит. Расстояние между ними составляло ровно 90 сантиметров. Снова и снова на протяжении нескольких десятков метров обнаженной поверхности. Коттон позвонил прорабу. Прораб позвонил владельцу компании. Владелец остановил все работы и вызвал геолога из Остина. Геолог Марк Деннис прибыл через 2 дня. Он сразу исключил природное происхождение структур. Известняк не образует параллельных прямых линий на таких расстояниях. Деннис взял образцы и отправил их в лабораторию Техасского университета. Параллельно он сфотографировал все, что было видно на поверхности скалы. Фотографии показали не просто линии. На снимках просматривались прямые углы, пересечения под 90 градусов и то, что выглядело как фундаменты прямоугольных строений. Площадь видимого участка составляла около 2000 квадратных метров. Но структуры уходили под нетронутую породу в обе стороны. Никто не знал, насколько далеко они простираются. Лаборатория вернула результаты через 3 недели. Порода, покрывавшая конструкции сверху, имела возраст от 18 до 22 тысяч лет. Это означало, что все, что находилось под ней, было старше или того же возраста. 20 тысяч лет назад на территории современного Техаса заканчивался последний ледниковый период. Людей в этом регионе по всем официальным данным не было вообще. Деннис опубликовал предварительный отчет в региональном геологическом журнале. Реакция последовала немедленно. Не научная дискуссия, а звонки из нескольких университетов с просьбой передать образцы им. Владелец карьера отказал всем и нанял независимую группу из 3 геологов и 1 археолога для продолжения исследований. Независимая группа работала на месте 6 недель. За это время они расчистили дополнительно около 800 квадратных метров поверхности. Картина стала значительно четче. Под слоем известняка находилась сеть пересекающихся конструкций, которые по форме и расположению напоминали план городского квартала. Были видны структуры, похожие на стены, основания колонн и то, что группа предварительно классифицировала как дренажные каналы. Дренажные каналы, терамсы — это ключевой момент. Природа не создает дренажных систем. Канал — это целенаправленное инженерное решение, которое требует понимания потока воды и заранее спланированного уклона. Каналы в карьере имели уклон в одну сторону и соединялись в точках, которые выглядели как коллекторы. Кто-то проектировал отвод воды из этого места 20 тысяч лет назад. Материал конструкции поставил группу в тупик. Стены были сложены не из природного известняка, а из блоков, которые явно обрабатывались. Поверхности были ровными, а углы сглаженными. Анализ показал, что блоки состоят из того же известняка, что и окружающая порода, но с добавлением вещества, которое лаборатория определила как раннюю форму цементирующего состава. Кто-то не просто укладывал камни, кто-то скреплял их. Цементирующий состав отправили на повторный анализ в 2 независимые лаборатории. В Хьюстон и в Альбукерке. Обе вернули одинаковый результат. Вещество содержало обожженную известь, измельченный кремний и органические волокна растительного происхождения. Это примитивный, но функциональный строительный раствор. Проблема в одном. Технология обжига извести считается изобретением примерно 10-го тысячелетия до нашей эры. То, что нашли в карьере, старше этой даты минимум на 10 тысяч лет. Археолог группы Сандра Уитфилд составила подробную карту всех расчищенных структур. На карте обозначились 3 отдельных блока конструкций, соединенных между собой прямыми проходами шириной около 2 метров. Уитфилд назвала эти проходы улицами. Не в метафорическом смысле, а в буквальном. Они соединяли блоки строений и имели одинаковую ширину на всем протяжении. Общая площадь только видимой части составила около 4000 квадратных метров, но структуры уходили под нетронутую породу минимум еще настолько же в каждую сторону. Владелец карьера Джим Паркер в апреле 1999 дал единственное интервью местной газете. Он сказал, что добыча известняка на этом участке полностью остановлена, и он не намерен ее возобновлять. На вопрос о том, почему федеральные органы не взяли участок под охрану, Паркер ответил коротко. Никто не обратил. Ни Смитсоновский институт, ни Национальный фонд гуманитарных наук, ни одно федеральное ведомство официально не запросило доступ к участку и не инициировало государственное расследование. Это молчание само по себе стало частью истории. Находка, которая потенциально переписывает всю хронологию человеческой цивилизации, не вызвала никакой официальной
официальные реакции на федеральном уровне. Региональные СМИ написали несколько заметок, несколько интернет-форумов обсудили фотографии. И все. Геолог Деннис попытался опубликовать расширенную статью в журнале Американского геологического общества. Статью отклонили без рецензии. Редакция сослалась на недостаточность доказательной базы. Деннис направил ту же статью в 3 других профильных издания. Все 3 отказали. Один из редакторов в частной переписке написал Деннису, что тема слишком спорная и публикация навредит репутации журнала. Деннис разместил статью на собственном сайте в 2000 году, где она существует до сих пор. Тем временем независимая группа продолжила работу уже без финансирования. Участники тратили собственные деньги. К середине 2000-го они расчистили еще один участок в северной части карьера, примерно в 150 метрах от первого. Там обнаружилась структура, которая не вписывалась в общую сеть прямоугольных блоков. Это было круглое основание диаметром около 12 метров с толстыми стенами и тем же цементирующим составом между блоками. Внутри круглой структуры пол был выложен плоскими плитами одинакового размера, примерно 40 на 40 сантиметров каждый. Уитфилд классифицировала эту структуру как общественное здание, либо место собраний, либо культовое сооружение. Основание для такого вывода простое. В жилых постройках полы из обработанных плит одинакового размера не встречаются в столь раннем контексте нигде в мире. Это признак намеренного выделения пространства, которое использовалось иначе, чем остальные строения. Под одной из плит Уитфилд нашла фрагмент обожженной кости. Размер фрагмента около 3 сантиметров. Радиоуглеродный анализ показал возраст 19 800 лет. Кость принадлежала млекопитающему, но определить вид по такому фрагменту не удалось. Важно другое. Кость была обожжена целенаправленно при температуре выше 600 градусов. Это признак либо приготовления пищи, либо ритуального сжигания. В любом случае, признак существ, которые контролировали огонь и использовали его осознанно 20 тысяч лет назад в Техасе. Фрагмент кости стал первым предметом с участка, который попал в руки ученых за пределами независимой группы. Уитфилд отправила его копию результатов анализа в Техасский университет A&M, где кафедра антропологии занималась палеолитическими стоянками Северной Америки. Ответ пришел через месяц. Короткое письмо с просьбой прислать оригинал образца для повторного тестирования. Уитфилд отказала и предложила совместный выезд на место. Кафедра на это предложение не ответила. Профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли Томас Харрис узнал о находке через коллегу, который видел сайт Денниса. Харрис специализировался на доисторических поселениях Америки и сразу оценил масштаб проблем. По всей принятой хронологии первые люди пересекли Берингов перешеек и вошли на территорию Северной Америки около 15 тысяч лет назад. Находка в Техасе отодвигала присутствие разумных существ на континенте минимум еще на 5000 лет. И это если принять самую осторожную датировку. Харрис связался с Паркером напрямую и получил разрешение на 3-дневный визит в карьер в ноябре 2000-го. Он приехал один с фотоаппаратом и блокнотом. То, что он увидел, заставило его провести на месте не 3 дня, а 8. Харрис задокументировал все расчищенные участки заново с собственными замерами и описаниями. Его записи зафиксировали детали, которые группа Уитфилд пропустила или сочла незначительными. Один из таких деталей — характер износа блоков на краях проходов между строениями. Камень на уровне примерно полуметра от основания был сглажен сильнее, чем выше или ниже. Харрис интерпретировал это как следы регулярного физического контакта. То, что происходит, когда существа проходят через узкий проем 1000 раз, касаясь стены на одной и той же высоте. Износ был симметричным с обеих сторон прохода. Это означало трафик в обоих направлениях, туда и обратно. Высота износа полметра от земли. Указывала либо на существ небольшого роста, либо на то, что уровень пола внутри проходов был значительно выше нынешнего уровня поверхности. Харрис склонялся ко второй версии, поскольку за 20 тысяч лет наслоения породы и грунта вполне могли поднять общий уровень на 30-40 сантиметров. Если прибавить эту поправку, существа, ходившие по этим улицам, касались стен на высоте около 90 сантиметров, вполне человеческий параметр. Харрис вернулся в Беркли и написал статью объемом 42 страницы. Он намеренно избегал слова «цивилизация» и использовал термин «организованное поселение с признаками планирования». Статью он отправил в журнал «Американская античность», одно из самых авторитетных изданий по доисторической археологии Нового Света. Главный редактор журнала позвонил Харрису лично. Разговор длился 20 минут. Статью не опубликовали. Харрис не раскрывал содержание разговора публично, но в интервью небольшому подкасту в 2004 сказал следующее. Ему объяснили, что публикация материала без официальной государственной экспертизы участка создаст прецедент, который журнал не готов поддержать. На вопрос, почему бы тогда не инициировать эту экспертизу, Харрис ответил, что именно это и предлагал в статье. Круг замкнулся. К 2002 году о карьере в округе Хилл знали несколько сотен человек.
преимущественно в интернет-сообществах, занимавшихся альтернативной историей. Академическое молчание только подливало масла в огонь. Версии становились все более радикальными, от атлантов до внеземных цивилизаций. Сам участок тем временем стоял нетронутым под техасским солнцем, накрытый брезентом, который Паркер велел натянуть над расчищенными секциями после первого же сезона дождей, размывшего часть поверхности. Брезент не спасал от времени. К 2003-му несколько блоков на открытых участках начали крошиться от перепадов температуры. Уитфилд написала Паркеру письмо с просьбой организовать консервацию. Паркер ответил, что готов выделить деньги, если найдется специалист по консервации древних каменных конструкций, который официально подтвердит ценность объекта. Специалиста, готового поставить под этим подпись, не нашлось. Вопрос о строителях стал центральным с самого начала, но конкретные ответы появились только после того, как Харрис систематизировал все имеющиеся данные в единый документ. 20 тысяч лет назад Техас выглядел иначе. Климат был холоднее примерно на 6 градусов, уровень моря ниже на 120 метров. А территория современного штата представляла собой открытую саванну с редкими лесами вдоль рек. Это была пригодная для жизни среда. Не ледяная пустыня, а вполне обитаемый ландшафт. По официальной хронологии в это время на территории Северной Америки людей не было вообще. Берингов сухопутный мост существовал, но массовое заселение континента началось позже. Однако находки последних десятилетий постепенно разрушали эту картину. В Чили на стоянке Монте-Верди зафиксировано присутствие людей 14 500 лет назад, уже южнее Техаса. В Бразилии грот Педро Фурада дал датировки до 50 тысяч лет. Академическое сообщество оспаривало эти данные десятилетиями, но карьер в округе Хилл добавлял к этой картине принципиально новый элемент. Не просто присутствие людей, а организованное строительство. Харрис выделил 3 возможных сценария. Первый. Неизвестная популяция людей современного типа достигла Северной Америки значительно раньше принятой даты и достигла уровня организации, достаточного для строительства постоянных поселений. Второй. Строители принадлежали к другому виду рода Homo, следы которого в Америке до сих пор не обнаружены. Третий. Находка является геологической аномалией, которую группа неверно интерпретировала. Харрис лично считал третий сценарий наименее вероятным после 8 дней на месте, но честно включил его в документ. Второй сценарий требовал пояснения. К 20-му тысячелетию до нашей эры на Земле существовал как минимум один другой вид рода Homo — денисов. Их останки нашли в Сибири, следы их генетики обнаружили у народов Юго-Восточной Азии и Океании. Денисовцы были современниками неандертальцев и людей современного типа, и их ареал потенциально мог быть значительно шире, чем известно сейчас. Могли ли они пересечь Берингов мост и достичь Техаса? Вопрос открыт. Никаких останков денисовцев в Америке не найдено, но их останков крайне мало вообще где, то есть весь известный материал умещается в небольшую коробку. Физические параметры строений давали косвенные указания на строителей. Ширина проходов 2 метра. Достаточно для того, чтобы два существа среднего человеческого роста разошлись, не задевая друг друга. Высота сохранившихся фрагментов стен до 1,5 метров предполагала строение значительно выше, поскольку это лишь основание. Размер отдельных блоков, в среднем 60 на 40 на 20 сантиметров, соответствовал тому, что существо с руками человеческого типа могло поднять и уложить без механических приспособлений. Все это описывало строителей, анатомически близких к современному человеку. Уитфилд сосредоточилась на другом аспекте — планировка. Прямоугольные блоки строений, соединенные проходами одинаковой ширины, круглое общественное здание в стороне от жилой зоны, дренажная система с единым направлением стока. Все это признаки заранее спланированного поселения, а не стихийно выросшего лагеря. Кто-то принял решение о том, где будут улицы, до того, как начал строить. Это требует абстрактного мышления, способности удерживать в голове план пространства, которого еще не существует. В 2005 году генетик из Стэнфорда Карлос Мендес опубликовал исследование о генетическом разнообразии коренных народов Америки. В данных обнаружился статистический след древней популяции, которая не вписывалась в модель единственной волны миграции через Берингов мост. Мендес предположил вторую, более раннюю волну переселенцев, возможно, 20-25 тысяч лет назад. Его статья прошла через рецензирование и была опубликована. Связи с карьером в округе Хилл Мендес не проводил. Он, по всей видимости, просто не знал о находке. Но цифры совпадали точно. Данные Мендеса открыли новое направление поиска. Если генетический след ранней популяции существовал в современных коренных народах Америки, значит, эта популяция оставила потомков. Уитфилд начала сравнивать планировку карьерных структур с поселениями известных доисторических культур континента. Ни одна не совпала. Культура Кловис, считавшаяся старейшей в Северной Америке, строила временные лагеря, а не постоянные поселения с дренажем и общественными зданиями. Культура Фолсом — то же самое. Строители карьера не вписывались ни в одну известную традицию. В 2006 году любитель-исследователь из Далласа
оказался по имени Дэвид Кроуфорд, начал методично объезжать карьеры и строительные выемки в радиусе 300 километров от округа Хилл. Он искал похожие структуры. За 2 года он осмотрел 37 объектов. На 2 из них он нашел то, что его заинтересовало. Первый объект — заброшенный гравийный карьер в округе Басок, примерно в 80 километрах к северо-западу. Там на глубине около 12 метров в стенке карьера просматривались прямые линии в породе. Кроуфорд сфотографировал их и отправил фотографию Уитфилд. Та приехала на место через неделю. Линии оказались менее выразительными, чем в округе Хилл, но характер их был схожим. Параллельные прямые с одинаковым интервалом, уходящие вглубь породы. Возраст пласта от 15 до 20 тысяч лет. Второй объект оказался значительно интереснее. В округе Корсикана в 110 километрах к востоку от первого карьера Кроуфорд нашел действующий известняковый карьер, где рабочие несколько месяцев назад взорвали участок и обнажили странную структуру. Рабочие сообщили прорабу, прораб решил, что это природная аномалия, и продолжил добычу. К моменту появления Кроуфорда часть структуры была уже уничтожена взрывными работами. Но сохранившийся фрагмент показал кое-что новое. В породе на глубине 14 метров находились остатки того, что выглядело как очаг. Круглое углубление диаметром около 80 сантиметров, заполненное спекшимся материалом, который при анализе оказался золой и обожженными фрагментами кости. 3 точки на карте — Тась, округ Хилл, округ Басок, округ Корсикана — образовывали треугольник со сторонами от 80 до 110 километров. Уитфилд нанесла их на карту и провела линии. Расположение не было случайным. Все 3 точки находились в зоне древнего речного бассейна, существовавшего 20 тысяч лет назад. Река высохла или изменила русло в конце последнего ледникового периода, но ее следы читались в рельефе. Строители выбирали места рядом с водой, так же, как все известные ранние цивилизации на любом континенте. Это наблюдение изменило масштаб картины. Речь шла уже не об одном изолированном поселении, а о возможной сети поселений вдоль водного пути. Если допустить, что структуры в 3 карьерах принадлежали одной культуре, то эта культура занимала территорию как минимум в несколько тысяч квадратных километров. Для сравнения, ранние шумерские города-государства 3-го тысячелетия до нашей эры контролировали примерно сопоставимые территории. Разница в том, что шумеры существовали 5000 лет назад и оставили письменные источники. Строители техасских карьеров существовали 20 тысяч лет назад и не оставили ничего, кроме камня и золота. Или почти ничего. В 2007 году Кроуфорд вернулся в карьер округа Хилл с металлодетектором. Паркер дал разрешение на поиск в пределах уже расчищенных участков. За 3 дня работы детектор сработал 7 раз. 6 срабатываний оказались ложными. Мелкий металлический мусор от строительной техники. 7-е привело к находке на глубине около 20 сантиметров под поверхностью расчищенного пола круглого здания. Там лежал небольшой предмет размером около 5 сантиметров, который детектор идентифицировал как металлосодержащий. Предмет извлекли вручную аккуратно. Он оказался фрагментом неправильной формы темно-серого цвета с гладкой поверхностью на одной стороне и шероховатой на другой. Анализ показал: метеоритное железо с высоким содержанием никеля. Метеоритное железо использовалось людьми задолго до освоения металлургии. Его можно найти на поверхности и обработать ударным методом без плавки. Гладкая поверхность фрагмента была явно результатом обработки. Кто-то взял кусок упавшего с неба металла, сгладил одну сторону и поместил его под пол здания, которое использовалось как место собрания. Фрагмент метеоритного железа отправили в лабораторию геохимии Аризонского университета. Там его изучали 6 недель. Результат анализа содержал деталь, которую никто не ожидал. На гладкой поверхности фрагмента под микроскопом обнаружились регулярные царапины, расположенные параллельными рядами. Расстояние между царапинами составляло от 1 до 1,5 мм. Геохимик Пол Стивенс написал в заключении, что характер царапин указывает на обработку твердым абразивным инструментом с контролируемым давлением. Иными словами, не случайные повреждения, а следы целенаправленной полировки. Полировка металла требует понимания свойств материала. Нужно знать, что поверхность можно сгладить, выбрать подходящий абразив и прикладывать усилия в одном направлении. Это не интуитивное действие. Это приобретенный навык, который передается от одного существа другому. Навык, существовавший в Техасе 20 тысяч лет назад. Уитфилд начала систематизировать все технологические признаки, обнаруженные на участке. Список получился неожиданно длинным. Первое. Строительный раствор на основе обожженной извести, требующий температуры обжига выше 800 градусов и знания пропорций смешивания. Второе. Дренажная система с рассчитанным уклоном, требующая понимания движения воды и предварительного планирования. Третье. Блоки одинакового размера, требующие стандартизации, то есть договоренности о едином эталоне измерения. Четвертое. Обработанные плиты пола в круглом здании с точными прямыми краями. Пятое. Полированный металлический предмет с регулярными следами инструментальной обработки. Каждый из этих признаков по отдельности можно было бы объяснить случайностью или природным процессом. Все 5 вместе нельзя. Уитфилд составила сравнительную таблицу, где сопоставила эти технологии с хронологией их появления в других частях света. Строительный раствор на основе извести, ближайший известный аналог в Анатолии, 9 тысячелетие до нашей эры, то есть на 11 тысяч лет позже. Стандартизированные строительные блоки, Древний Египет,
третье тысячелетие до нашей эры, на 17 тысяч лет позже. Плановая городская дренажная система. Цивилизация Инд, третье тысячелетие до нашей эры, на 17 тысяч лет позже. Таблица показывала одно. Либо техасские строители опередили все известные цивилизации на тысячи лет, либо эти технологии были изобретены независимо в нескольких местах, что само по себе требовало объяснения. Третья возможность, которую Уитфилд не включила в таблицу, но упомянула в сопроводительном тексте, технологии могли распространиться из одного источника, который существовал раньше всех известных цивилизаций. В 2008 году к карьеру проявил интерес геофизик из Техасского технологического университета Брайан Форд. Его интересовал не сам участок, а то, что находилось под ним. Форд применил метод сейсмической томографии, технологию, которую нефтяные компании используют для картирования подземных пластов. Паркер дал разрешение, поскольку процедура не требовала новых раскопок. Результаты томографии показали, что структуры в карьере — лишь верхний край значительно более крупного объекта. Под расчищенными участками на глубине от 2 до 8 метров ниже текущего уровня раскопок томография зафиксировала аномалии плотности, характерные для искусственных полостей и конструкций. Общая площадь подземных аномалий составила около 40 тысяч квадратных метров, в 10 раз больше всего, что было расчищено на поверхности. Форд описал картину как структуру с регулярным внутренним паттерном, несовместимую с природным геологическим образованием. 40 тысяч квадратных метров — это примерно 4 гектара. Для сравнения, раннединастический шумерский город Эреду занимал около 8 гектаров. Структура под карьером в округе Хилл по размеру соответствовала половине древнейшего известного города Месопотамии, и она была старше него на 15 тысяч лет. Форд опубликовал результаты этой томографии в техническом журнале по геофизике, намеренно описав аномалии нейтральным языком без интерпретации. Статья прошла рецензирование и была принята. Геофизические данные не несли в себе археологических заявлений, которые можно было отклонить. Но любой, кто знал о карьере и читал эту статью, понимал, что именно находилось под Техасской землей. Никто из официальных структур на публикацию не отреагировал. Статья Форда разошлась по узкому кругу людей, следивших за историей карьера. Один из них, журналист Майкл Торрес из Далласа, в 2009 году написал развернутый материал для регионального журнала «Техасский ежемесячник». Это была первая публикация в мейнстрим-издании, которая излагала всю историю последовательно, от взрыва в 1998 до томографии Форда. Торрес опросил всех участников: Коттона, Денниса, Уитфилд, Харриса, Кроуфорда, Форда. Паркер от интервью отказался, но не запретил остальным говорить. Материал вышел в марте 2009-го. Тираж журнала составлял около 120 тысяч экземпляров. Статью перепечатали несколько онлайн-изданий. Впервые за 11 лет история вышла за пределы узкого круга исследователей и интернет-форумов. Реакция академического сообщества последовала через 3 недели. Американская антропологическая ассоциация опубликовала короткое заявление, 3 абзаца. В заявлении говорилось, что описанные структуры не прошли официальную научную экспертизу, что датировки основаны на косвенных методах и что ассоциация не располагает данными, подтверждающими существование организованного поселения в Техасе 20 тысяч лет назад. В заявлении не упоминалось, что ассоциация никогда не запрашивала доступ к участку для проведения этой самой экспертизы. Харрис ответил на заявление открытым письмом, опубликованным на сайте Денниса. Он перечислил 8 конкретных запросов на проведение официальной экспертизы, направленных в различные научные организации за прошедшие годы, и 8 отказов или случаев игнорирования. Письмо заканчивалось одним вопросом: как можно требовать официальной экспертизы в качестве условия признания находки, одновременно отказываясь эту экспертизу проводить? Ответа на письмо не последовало. Между тем, томография Форда запустила новый виток исследований. Геолог из Университета Северного Техаса Патрисия Ромеро изучила данные томографии и сопоставила их с геологической картой региона. Она обнаружила, что аномалии плотности концентрировались вдоль древнего русла реки, высохшей в конце плейстоцена. Русло шло с северо-запада на юго-восток на протяжении около 180 километров. Ромеро предположила, что структуры в 3 карьерах, найденные Кроуфордом, могут быть частью единой цепи поселений вдоль этого русла. Ромеро применила метод дистанционного зондирования. Анализ спутниковых снимков в инфракрасном диапазоне, который позволяет выявлять аномалии плотности грунта, невидимые в обычном свете. Она обработала снимки полосы шириной 50 километров вдоль древнего русла. На снимках проявились 23 точки с аномалиями, характер которых совпадал с данными томографии карьера в округе Хилл. Расстояние между точками варьировалось от 5 до 20 километров. 23 потенциальных поселения вдоль одной реки. Если хотя бы часть из них подтвердится при наземной проверке, речь пойдет не о единственном городе, а о культуре с развитой системой расселений. Культуре, которая занимала территорию современного Техаса 20 тысяч лет назад, строила постоянные здания, планировала дренажные системы, стандартизировала строительные материалы и обрабатывала металл. Ромеро опубликовала результаты дистанционного зондирования в 2011 в журнале дистанционного зондирования, снова используя нейтральный технический язык. Слово «цивилизация» в статье не появлялось. Но карта с 23 точками вдоль древнего русла говорила сама за себя. К этому времени Паркер был серьезно болен. В 2012 он передал управление
управления карьером сыну Дэниелу. Дэниел Паркер оказался менее терпелив к исследователям, чем отец. Он закрыл участок для посещений и убрал брезент, которым были накрыты расчищенные секции. Без защиты от дождя и солнца поверхность структур начала разрушаться быстрее. Уитфилд написала несколько писем с просьбой хотя бы восстановить укрытие. Дэниел Паркер не ответил ни на одно. Джим Паркер умер в 2013. Вместе с ним исчезло неформальное соглашение, которое держало участок открытым для независимых исследователей на протяжении 15 лет. Дэниел Паркер возобновил добычу известняка в других частях карьера и поставил забор вокруг участка с находками. На заборе появилась табличка: «Частная собственность, вход запрещен». Забор вокруг участка простоял 3 месяца, прежде чем Кроуфорд снял его на видео с дрона. Съемка показала то, чего никто не ожидал. За время без укрытия дожди смыли часть верхнего слоя с нетронутых прежде секций, и на поверхности обнажились новые структуры. На видео отчетливо просматривались прямые линии на площади, которую группа никогда не расчищала вручную. Природа случайно сделала то, на что у исследователей не хватало денег. Кроуфорд опубликовал видео в 2014. За первую неделю его посмотрели около 200 тысяч человек. Среди них оказался сотрудник Смитсоновского института, который написал внутреннюю служебную записку с предложением инициировать официальный запрос на доступ к участку. Записка прошла через 3 уровня согласования и была отклонена на 4-м с заместителем директора по научным программам. Причина отклонения в документе не указывала. Этот факт стал известен только в 2018-м, когда бывший сотрудник института упомянул об этом в интервью независимому подкасту. Бывший сотрудник Ричард Коэн, проработавший в Смитсоновском институте 14 лет, сказал прямо: внутри института существовало неформальное правило не связываться с находками, которые противоречат принятой хронологии заселения Америки. Не письменный запрет, не официальная политика. Просто понимание того, что такие темы не продвигаются по карьерной лестнице. Коэн назвал это институциональным иммунитетом к неудобным данным. Это объясняло 15 лет молчания. Ни заговор, ни секретные директивы, просто система, в которой никому не выгодно быть первым, кто официально признает находку. Признание потребует пересмотра учебников, переосмысления сотен уже опубликованных работ и публичного признания того, что целая область науки пропустила нечто фундаментальное. Гораздо проще не замечать. Тем временем участок продолжал разрушаться. В 2016-м Дэниел Паркер продал карьер строительной компании из Далласа. Компания провела геологическую разведку перед началом расширенной добычи. Геологи компании составили стандартный отчет и в одном абзаце упомянули аномальные линейные структуры в известняковом пласте, рекомендовав их дополнительное изучение перед взрывными работами. Руководство компании этот абзац проигнорировало. Уитфилд узнала о продаже и немедленно написала в Техасскую комиссию по историческим объектам с требованием поставить участок под охрану как объект археологического значения. Комиссия ответила через 2 месяца. Для признания объекта историческим требуется заключение аккредитованного археолога, подтверждающее его значимость. Уитфилд имела степень доктора археологии и 15 лет работы на участке. Комиссия уточнила, что имеется в виду заключение археолога, аккредитованного именно в системе Техаса, и что Уитфилд такой аккредитации не имеет. Процедура получения аккредитации занимает от 8 до 12 месяцев. Строительная компания начала взрывные работы в феврале 2017-го. Первый взрыв уничтожил часть нетронутых структур в северной секции. Именно там, где томография Форда фиксировала наибольшую концентрацию подземных аномалий. Харрис отправил телеграмму в офис губернатора Техаса. Ответа не последовало. Деннис написал в редакции 5 крупных американских газет. Ни одна не опубликовала материал. К августу 2017-го взрывные работы уничтожили около трети всей площади зафиксированной томографии. Круглое здание с плиточным полом, где нашли фрагмент обожженной кости и метеоритное железо, осталось нетронутым. Оно находилось в части карьера, которую компания пока не разрабатывала. Но по плану добычи эта зона должна была быть вскрыта в 2019. Кроуфорд запустил дрон снова в октябре 2017-го. Видео показало масштаб уничтожения. Там, где еще 3 года назад просматривались прямые линии структур, теперь лежала груда дробленого известняка, подготовленного к вывозу на строительные объекты Далласа. 20-тысячелетние стены буквально стали щебнем для техасских дорог, тех самых, для которых в 1998-м и взрывали породу, когда все это началось. Форд пересмотрел данные томографии и подсчитал, что при текущих темпах добычи весь участок будет уничтожен к 2022 году. Прогноз Форда оказался точным с опережением. В 2021-м строительная компания вышла на участок с круглым зданием. За несколько дней до начала взрывных работ Кроуфорд в последний раз облетел территорию на дроне и снял финальную панораму. На записи были видны уцелевшие фрагменты структур. Последнее, что осталось от поселения, простоявшего 20 тысяч лет под землей и 23 года под открытым небом. Уитфилд в тот же день разместила все накопленные материалы в открытом доступе. Полный архив включал 1200 фотографий, 27 аналитических отчетов, результаты всех лабораторных анализов, карты томографии Форда, спутниковые снимки Ромеро с 23 аномальными точками и видеозаписи
записи Кроуфорда. Архив скачали больше 40 тысяч раз за первый месяц. Среди тех, кто скачал архив, оказался палеогенетик Андреа Марки из Болонского университета. Марки изучал древнюю ДНК коренных народов Америки и искал объяснение генетическому следу, который Мендес описал еще в 2005. В 2022 Марки опубликовал исследование, основанное на анализе геномов 183 представителей различных коренных народов обеих Америк. Его данные подтвердили и расширили выводы Мендеса. В геномах нескольких групп коренных народов Юго-Северной Америки присутствовал генетический компонент, восходящий к популяции, отделившийся от основной линии около 22 тысяч лет назад. Марки назвал эту популяцию призрачной ветвью. Она существовала, оставила след в генах живых людей, но не оставила никаких известных артефактов, кроме, возможно, одного карьера в округе Хилл. Статья Марки прошла полное рецензирование и была опубликована в журнале Nature. Впервые за 24 года история получила академическое подтверждение. Не прямое, но достаточно близкое. Генетические данные и геологические данные из Техаса указывали в одну сторону, независимо друг от друга. На публикацию Марки отреагировал Смитсоновский институт коротким постом в социальных сетях, где говорилось, что результаты исследования заслуживают дальнейшего изучения. Это была первая публичная реакция института за 24 года. К тому моменту участок в округе Хилл был уничтожен полностью, изучать было нечего. Деннис опубликовал на своем сайте короткий текст. Он написал, что за 24 года от начала истории ни один государственный орган, ни одна аккредитованная научная организация не провела на участке ни одного официального исследования. Все данные, которые существуют, получены частными лицами за собственные деньги. Участок, который потенциально содержал свидетельства древнейшей цивилизации Нового Света, уничтожен добычей известняка для строительства дорог. Ромеро тем временем продолжила работу с 23 точками на спутниковых снимках. К 2023-му она проверила наземными методами 6 из них. В 4 случаях аномалии оказались природными геологическими образованиями, в 2 нет. В округе Наваро, примерно в 140 километрах к востоку от бывшего карьера, геофизическое зондирование выявило подземные структуры с тем же характером регулярности, что и в данных Форда. Глубина залегания в океане около 15 метров. Порода над ними датирована 18 тысячами лет. Этот участок пока не тронут. Если вам интересны такие загадочные истории, как эта, и вы хотите узнать больше о древних цивилизациях, то загляните на наш сайт whiteori.com. Там много интересного. А вдруг там найдется еще что-то, что заставит вас почувствовать себя археологом? Ссылка в описании. Он находится на территории частного ранчо, владелец которого не ведет добычу. Ромеро договорилась о доступе и подала заявку на финансирование раскопок в Национальный научный фонд. Заявка находится на рассмотрении. Ответ на вопрос изначала, кто построил город в Техасском карьере, так и не получен официально. Но данные, собранные за 25 лет, складываются в одну картину. 20 тысяч лет назад вдоль реки, которой больше не существует, жили существа, которые умели обжигать известь, смешивать строительный раствор, планировать улицы, отводить воду и полировать металл. Они оставили следы как минимум в 3 точках на расстоянии 100 с лишним километров друг от друга. Они оставили генетический след в крови людей, живущих сегодня. И они построили что-то достаточно прочное, чтобы это простояло 20 тысяч лет под землей. И было уничтожено не временем, а равнодушием.